Приветствую вас! С вами Алла Касаткина, и сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном женском убеждении, которое из добрых побуждений блокирует у мужчины любое желание что-либо предпринимать, вообще как-то проявлять активность. И если бы можно было коротко назвать это видео, я бы его назвала «Как не загнать мужчину в берлогу». Потому что именно в этот момент, когда женщина проявляет свое убеждение в жизни, она добивается эффекта на 180 градусов противоположного к тому, который она ожидает. Потому что вместо того, чтобы сказать «да, любимая», подорваться и побежать делать все, что захотела от него его женщина, мужчина начинает так делать тонкие заминки, мужчина начинает сопротивляться, а потом в конечном итоге он заявляет: если хочешь, вообще можешь сама этим заниматься. И он не делает. И женщина чувствует, что она вроде как вкладывается, она что-то предпринимает, но результат получается абсолютно другой. И мало того, это не совпадает в корне с тем, что она думает, с тем, что получается на самом деле. И у нее получается такой разрыв. Вот есть жизнь реальная, вот есть то, что я себе придумала, а оно не совпадает, оно не работает. И поэтому она чаще всего говорит: Алла, не надо мне рассказывать эту фигню по поводу хвалить, по поводу вдохновлять. Это так я на консультациях часто слышу. Я про это все читала, слышала. Не работает с моим мужиком, это не работает. Проходит пару моментов, проходит пару изменений, и женщина прибегает на консультацию или пишет отчеты в каком-нибудь тренинге и говорит: боже, оно работает. Оказывается, мой-то может. Оказывается, он такой замечательный. Оказывается, он вообще такое может выкинуть. Одна из участниц нашего практикума она говорила, что муж ее вообще не в состоянии дарить подарки. И вообще ей муж полгода назад сказал: забудь про подарки, потому что сейчас мы строим бизнес, и никаких подарков тебе не светит. И она на него в глубине души очень сильно обиделась, потому что сработало то убеждение, о котором мы сегодня будем с вами говорить. Затаилась по-хорошему и потихонечку отпускала ему шпильки: ты жадина, ты меня не любишь, ты там то не делаешь, ты там это не делаешь для меня. Но когда она поменяла тактику с учетом моих рекомендаций, оказалось так, что на день рождения, когда она ждала, в лучшем случае поход в ресторан, она получила такой подарок, которого она не ожидала, потому что летом раздался звонок в дверь. Она подошла к двери, посмотрела в глазок, а там большой букет. Но она говорит: ладно, и что-то такое волохатое, как она говорит. Она говорит: я открываю, спрашиваю через дверь, кто? А оказывается, это муж с букетом в шубе. Но для того, чтобы выглядело солиднее, он среди лета на себя ее шубку набросил, чтобы сразу виден был подарок. То есть барышня, поменявшая всего лишь навсего одно свое убеждение, повернувши свою деятельность, получила результат в корне противоположный тому, что изначально ей сказал муж: забудь о подарках, потому как пока бизнес на первом месте. Что же это за убеждение, с которым живут женщины, и которое очень сильно им мешает быть счастливыми, которое портит их отношения в паре и заставляет ее вместо того, чтобы строить комфортные отношения, радоваться, расслабляться рядом со своим мужчиной, постоянно напрягаться и отпускать ему шпильки такие, пинать его в бок и вечно быть недовольной. А убеждение это очень простое. Ты мне должен. Должен, потому что ты на мне женился, должен, потому что я согласилась выйти за тебя замуж, должен, потому что я родила тебе детей, должен, просто потому что должен. И можете себе представить, женщины знают, что надо хвалить, но в голове-то сидит убеждение: он же должен. Какого черта я буду особо распинаться, если он и так должен? То есть по-любому, буду я делать это хорошо, буду я делать это плохо, все равно он мне должен. И это все равно произойдет. Вспомните, что происходит, когда вы кормите своего ребенка кашей. Он не знает о том, что он должен съесть эту кашу. У него есть хочу и не хочу. И как вы это делаете? Вы делаете изобретательно, вы придумываете кучу поводов, вы придумываете кучу уловок, вы и так ему рассказываете про эту кашу, и она такая замечательная, она такая полезная и все тому подобное. А что происходит, когда вы мотивируете своего своего мужчину? У вас в голове сидит: он не должен. Ага, если должен, что я буду напрягаться, париться, выдумывать что-нибудь? Я ему сейчас расскажу: Вася, мне надо 1, 2, 3, 4, 5, и ты должен. И попробуй мне это не сделай, я тебе мозг выпью.
Или я на тебя так обижусь, что секса у тебя не будет, еды у тебя не будет, а отпуск я тебе просто тупо испорчу. И что получается? Мужчина, думаете, это не чувствует? Чувствует, потому что он не дурак. И получается, что он каждый раз понимает, что что-то не то происходит. Жена так ласково подходит и говорит: Васенька, нам бы тут полочку прибить. А Вася думает: да, я сейчас знаю, чем эта полочка закончится, что я вот еще вот такой, вот такой, вот такой. Потому что когда у вас в голове висит пунктик «должен», все ваши действия, к сожалению, больше похожи на манипуляцию. То есть ваша задача, вы же все равно знаете, что должен. Ну, точно так же, как вечер наступит. Вот должен наступить, и все, не может не наступить. И поэтому вы так вяло пинаете, иногда чрезмерно, проявляя активность и настойчивость там, где надо было бы дать мужчине немножечко возможность сохранить свое лицо и как бы проявить свою собственную инициативу. Но мы говорим: чувак, давай должен, иначе пендель волшебный полетит пониже спины так, что ты просто сам пойдешь и будешь делать. Но это не работает. Вспомните, что чувствуете вы, когда вам говорят: ты же мать, ты должна. Вспомните, что чувствуете вы, когда вам говорят: ты же у меня работаешь на работе, ты должна, я тебе зарплату плачу, поэтому ты должна работать, там, выполнять мои указания идиотские и прочее, прочее, прочее. Вы сопротивляетесь. Вы понимаете где-то в глубине души, что, может быть, вы кому-то чего-то и должны. Но это точно не по согласию, и это точно не про любовь. А что получается, возникает законный вопрос: а когда же возникает должна и должен? Мы же семья, что-то должно происходить. Давайте разберемся, когда получается должен и должна. Представьте себе, должен и должна – это на самом деле всего лишь добровольно взятые обоими партнерами на себя обязательства. Это значит, вы вечером поставили на стол красивую посуду, сервизик, пирожок поставили вкусненький, который сами испекли, сели со своим любимым мужем или вашим партнером, с которым вы встречаетесь, и договорились: мой дорогой мужчина, я на себя беру те-то и те-то обязанности, я обещаю тебе то-то, то-то, то-то и то-то. От тебя я хочу вот это, вот это, вот это и еще вот это. Он говорит: хорошо, моя дорогая, но вот из 5 того, чего ты хочешь, я могу сделать только 4, а 5 я не согласен ни при каких условиях. Поэтому давай либо ты откажешься, либо будем с тобой спорить дальше. А я со своей стороны еще тебе взамен на то, что ты проявила инициативу и хочешь что-то, то-то, дополнительно, не выполняя вот ту твою 5-ю хотелку, я еще могу предложить еще 3 дополнительных опции, которые тебя очень сильно порадуют. И вы с ним находите какой-то общий компромисс, о чем-то договариваетесь, и вам становится хорошо. И вы точно знаете, что в назначенный день, в назначенное время, то, что вы друг другу пообещали, оно будет сделано. Ибо если не сделается, то каждый из вас знает, чем он будет отвечать. Кто-то останется без шубки или отпуска, кто-то останется без секса на 2 недели. Короче говоря, что-нибудь да случится. И вот это называется: мы друг другу что-то должны. Ты должен, я должна, потому что договорились и потому что согласились. Но если это должен сидит у вас в голове, а мужчина об этом даже не догадывается, а вы думаете, что он должен догадаться. Кстати, в одном из следующих видео мы об этом еще поговорим. Ничего не получится, каша не сварится. Просто потому, что мужчина вас не поймет. У него будут совершенно другие намерения. Мало того, на каждое ваше должен у него будет включаться: а с какого черта я тебе это должен? И все, и он будет делать вам это все наоборот, для того, чтобы показать, что ничего он фактически не должен. И где-то как-то себе будет ставить галочку: ха, она меня припахать хотела, а я отмазался, ура, какой я молодец. То есть в его активе будет появляться такая штучка, как дополнительный стимул не соглашаться с вашими просьбами. Поэтому, мои дорогие, если вы хотите, чтобы мужчина учитывал ваши просьбы, чтобы мужчина активнее поднимался с дивана, чтобы мужчина не залезал в берлогу. Кстати, вот еще один такой момент, когда мужчина часто или постоянно слышит: ты мне должен, ты мне должен, ты мне должен, потому что туда, потому что сюда. Что делает мужчина? Мужчина замыкается. Мужчина включает шторку, закрывается от своей женщины, от внешнего мира, и либо сваливает в гараж к друзьям, либо закладывается на диван смотреть телевизор, либо начинает играть в компьютерные игры. Просто потому, что слишком много должен, слишком много претензий звучит к нему. И он прячется. Вот такая вот интересная штука.
Итак, мы с вами разобрали в сегодняшнем видео, на самом деле, как одно небольшое убеждение, которое очень прочно засело в большинстве женских головок, оно может очень сильно испортить ее отношения с мужчиной. Оно может очень сильно повлиять на то, что мужчина вообще теряет интерес к тому, чтобы что-либо вообще делать для своей семьи. И вот для того, чтобы женщины не жаловались на то, что их мужчина невнимательный, незаботливый, его ни на что не растолкаешь, никуда не запинаешь, ничего он не хочет делать, чтобы они не думали, что работа над отношениями – это такая серьезная, тяжелая работа, которую надо делать, пахать на ней, как негр на плантациях, и потом, может быть, будет какой-то результат. Нет. На самом деле все очень просто. Главное – поменять угол зрения, поменять тот подход, который у вас есть. Иногда это сделать не так сложно. Не надо заучивать. Иногда некоторые тренеры предлагают женщинам: выучите 10 фраз, и он будет у вас работать как заведенный. Ну, простите, пожалуйста, у вас будет зомби, а не мужчина. Это, во-первых. Во-вторых, не дай бог, вы где-нибудь ошибетесь и скажете что-нибудь не так, результата вам не видать. У вас не получится того эффекта, который есть. Что я предлагаю? Я предлагаю вам поменять угол зрения, увидеть по-другому, под другим углом то, что происходит между вами и вашим мужчиной, то, что происходит внутри ваших отношений, то, что может снаружи ваши отношения улучшить, и как сделать так, чтобы мужчина сам стремился делать что-то большее для вас, для отношений, для вашей семьи, чтобы он не рассказывал вам, что ему нужно посидеть, подумать, помечтать, найти какие-нибудь особые условия, или когда рак на горе свистнет, он, может быть, поднимется с дивана и пойдет зарабатывать деньги, а вскочил и пошел эти деньги зарабатывать, как у одной из моих клиенток. Муж считал, что у него уже в жизни все закончилось, уже все поздно, уже ничего не светит, и вообще сейчас кризис, и надо пересидеть, затаиться, переждать, как он говорил. Но вдруг оказалось, что никакой на дворе не кризис. И на самом деле можно за это время успеть достроить дом, вместе с семьей съездить попутешествовать, можно спеть серенаду жене под балконом, можно устроить ей праздничные фейерверки, вообще семейный праздник замечательный, чтобы собрать всех родственников, как мечтала жена. Оказывается, все это можно, а параллельно еще и бизнес как-то сам поднялся. И вот подобные истории, их очень много среди отчетов участниц практикума «Как вдохновить мужчину на успех и жить с ним в достатке». И именно поэтому мы решили перед Новым годом сделать специальную акцию, дать вам небольшое окно для того, чтобы вы могли овладеть этими знаниями, чтобы вы могли повернуть свой угол зрения на ваши отношения, на свой подход к своему мужчине, чтобы вы могли наполнить вашу жизнь новой энергией, быть точно уверенными в том, что вы движетесь в правильном направлении, не каждый раз наугад тыкать пальцем получится, не получится, попало, не попало, а точно гарантированно знать, что в вашей жизни все будет так, как вы хотите. И именно поэтому мы сейчас готовим для вас специальные условия. Прямо под этим видео есть кнопка, и вы можете записаться в список ранней регистрации, если вам эта тема, вы точно понимаете после сегодняшнего видео, что она для вас актуальна. Если вы еще не до конца понимаете, что она для вас актуальна, вы можете подождать, у нас еще будет несколько видео для вас, а те, кто запишутся в ранний список, вы раньше всех получите возможность приобрести этот практикум на самых выгодных условиях. В следующих видео мы с вами поговорим о том, где находится кнопка «Вкл» для того, чтобы ваш мужчина поднялся с дивана и начал двигаться, начал что-нибудь делать для семьи. И я расскажу вам еще пару замечательных историй. Мы еще поговорим о том, что такое семейный вакуум, как он образуется, как его избежать и как сделать так, чтобы он вас не затянул куда-нибудь, чтобы ваша семья пострадала. Ну и заодно, как защитить себя от того, чтобы никогда не волноваться о том, чтобы хорошего мужчину не увели из семьи. Вы же знаете, есть куча женщин, которые мечтают, как только мужчина становится таким весь из себя успешный, все в дом, все в семью. Есть масса охотниц поживиться чужими хорошими успешными мужьями. Вот чтобы вы за это вообще тоже забыли даже волноваться об этой теме, об этом я расскажу в одном из следующих видео. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующем видео. Напоминаю, кнопка с ранней регистрацией находится под этим видео. Тогда вы первыми получите информацию, как только будет готова страница с особыми условиями по практикуму. Ну а если вы считаете, что пока вы еще не созрели записаться в ранний список, смотрите следующие видео, получайте полезнейшие знания, потому что об этом мало кто рассказывает так, чтобы это можно было сразу применить и ощутить на себе эффект. Пока-пока, до встречи в следующем видео. Кнопка под видео.